Сталин. Биография в 20 мифах. В памятные сталинские даты официальные коммунисты заваливают могилу Сталина за мавзолеем красными гвоздиками. Не самые дорогие цветы, и всегда можно сфоткать и сказать, что это от народа. Такая всенародная любовь россиян к Сталину – самый новый миф в его абсолютно мифологизированной биографии. Пробежимся за 22 минуты по ней и по ним, биографии и мифам, и будем при этом помнить. Его жестокость, подозрительность и другие мрачные черты вторичны по отношению к историческим обстоятельствам. Автор большой книги о Сталине в серии ЖЗЛ Святослав Рыбас. При Сталине политическая власть и собственность неразрывно связаны и управляются автократически. Это точное описание сталинского социализма принадлежит тому же автору. Более 2 миллионов русских крестьян, высланных в коллективизацию на север и Сибирь, не знали этаких мудренных слов. Но к мифам. Миф первый. Не тот день рождения. Сталин родился 21 декабря 1879 года, город Гори, Тифлисская губерния, Российская империя. Сейчас эта местность называется Грузией. В 1949 году именно в этот день, 21 декабря, праздновалось 70-летие со дня рождения Иосифа Виссарионовича. В Большом театре проходило торжественное заседание. Традиция таких празднований тянулась с 1929 года. Но на самом деле родился он 6-го по старому стилю. Есть запись в метрической книге Горийского Успенского собора «Сталин крещеный». Откуда такое расхождение? Внятного объяснения нет. Может, напутали в полиции, выдавая паспорт после очередной отсидки революционера, а революционер не стал сопротивляться, не придавая таким мелочам особого значения. Так или иначе, между официальной и реальной датой рождения Сталина совпадение только век и месяц. 19 век, декабрь месяц. Миф второй. Не тот отец. В период максимального возвеличивания Сталина называли отцом народов. Его собственный отец Виссарион Джугашвили был сапожником, мать прачкой, не промышленный рабочий, но люд трудовой. Отец, к сожалению, был пьющим. По одной версии Виссарион погиб в пьяной драке, по другой умер от цирроза печени или туберкулеза. Почему-то людям не верилось, что такой великий человек, как Сталин, мог происходить от такого банального отца. Рождались разные легенды. Все они ныне опровергнуты. Например, основываясь на внешнем сходстве, в отцы Сталину записывали знаменитого путешественника Пржевальского, того самого, чью фамилию унаследовала лошадь. Но вот беда. Пржевальский никогда не был не только в Горе, но даже в Грузии. А внешнее сходство Виссариона и Иосифа еще более очевидно. Грузина Сталина называли осетином, армянином, а русским, сыном Пржевальского, евреем. Профессор Джордан считал, что Джугашвили – горские евреи, обращенные в христианство. Что ж, наверное, в 1945 году Тито хотел бы, чтобы Сталин был югославом, де Голль – французом, Черчилль – англичанином, а Мао Цзэдун – китайцем. Миф третий. Был необразованный, недоучившийся, темный. Злейший враг Сталина, его конкурент Троцкий, называл его наиболее выдающейся посредственностью нашей партии. Явная несправедливость. Да, Сталин систематического образования не имел. Но, говорят, читал по 300-400 страниц в день, а маленьким и учился очень хорошо. Потом семинария. Но курс не окончил. Будто бы не стал сдавать последний экзамен, не желая для себя судьбы сельского священника или мелкого служащего. Но сам Сталин не раз признавался, что его вышибли из семинарии за пропаганду марксизма. Семинарист прочитал Маркса, Энгельса, Чернышевского, Бакунина, Кропоткина, Плеханова, Каутского, Лафарга, а чуть позже и Ленина, и ушел в революционную деятельность. В 1899 году исключен из семинарии. После этого всю жизнь самообразования. Личная библиотека Сталина содержала 25 тысяч томов по разным областям знания. Они испещрены его пометками. Его мать до конца своих дней жалела, что Иосиф не стал священником. Миф четвертый.
В молодости Сталин был разбойником и бандитом и пополнял партийную кассу, грабя банки и убивая охранников. И называл это красивым словом «экспроприация». Социал-демократы, включая большевиков, к которым примкнул Сталин, на 5-м съезде РСДРП в Лондоне весной 1907 года прямо отказались от таких методов революционной борьбы. Но лидеру партии Ленину, находившемуся в эмиграции, нужны были деньги. Именно он втайне от основной массы большевиков стал склонять решительных партийцев на «экс». Из всех более-менее достоверных экспроприаций, где был замешан Сталин, известно тифлисское ограбление лета 1907 года, когда были похищены, экспроприированы 341 тысяча рублей, что составляет сегодня около $3,5 миллионов. Нападение на карету казначейства, перевозившую деньги в Тифлисское отделение Государственного банка, ограбление с убийством 3 человек совершила группа Тер-Петросяна, известного по кличке Камо. Сталин в те годы прежде всего революционер-пропагандист. Организует демонстрации в Батуми, стачку рабочих нефтяников в Баку, участвует в съездах РСДРП в Стокгольме и Лондоне. Миф 5. Сталин был агентом царской охранки. Это был распространенный способ внутрипартийной борьбы. Обвинение в сотрудничестве с правоохранительными органами Российской империи. Опровергнуть какое-нибудь фейковое донесение начальника корпуса жандармов трудно, поверить ему легко. На процессах 1930-х годов возникали и такого рода обвинения. То, что сфабриковали против Сталина, было сделано топорно. Его сотрудничество с царской охранкой давно опровергнуто историками и сдано в утиль. Сталина неоднократно арестовывали, заключали в тюрьмы и отправляли в ссылки: Вологодский Сольвычегодск, Сибирский Нарым, Туруханский край. В ссылках, однако, долго не засиживается. Был склонен к побегу. В перерывах между отсидками один из главных сотрудников большевистской газеты «Правда» из последней ссылки в Красноярском Ачинске вернулся в уже революционный Петроград в марте 1917 года. Миф 6. В событиях октября 1917 года играл второстепенную роль. Сталин принимал активное и деятельное участие в Октябрьской революции 1917 года. Был одним из главных руководителей большевистского переворота, член военно-революционного центра, который вошел в Петроградский военно-революционный комитет, штаб вооруженного восстания. В ночь на 25 октября, 7 ноября, участвовал в заседании ЦК РСДРПб, где определили структуру и наименование нового советского правительства. 29 ноября 1917 года вошел в бюро ЦК, где было всего 4 человека – Ленин, Сталин, Свердлов и Троцкий. Миф 7. Сталин ничего не смыслил в военных вопросах в годы гражданской войны. Он якобы был лишь политическим руководителем, ненавидел военспецов и постоянно вступал с ними в конфликты. Однако во время гражданской войны Сталин получил огромный опыт не только политического, но и военного руководства крупными массами войск: оборона Царицына, Петрограда, на фронтах против Деникина, Врангеля, поляков. Миф 8. Ленин не доверял Сталину. У нас один чудесный грузин засел и пишет для просвещения большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы. Мы на это наляжем. Ленин сразу назвал Сталина чудесным грузином. Решение о том, что Иосиф Виссарионович займет пост генсека, было принято исключительно по инициативе Владимира Ильича еще до 11-го съезда РКПб в марте 1922 года, поскольку на самом съезде РКПб уже фигурировал документ, написанный Лениным, в котором напротив фамилии Сталина было написано «Генеральный секретарь». Первоначально эта должность означала лишь руководство аппаратом партии, но Сталин смог сделать ее ключевой, и тогда Ленин предложил сместить его с должности генсека. Ленин. Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Но Сталин всегда подчеркивал, что он ученик Ленина. Сталин. Ленин был рожден для революции.
Он был поистине гением революционных взрывов. Миф 9. Троцкий пал жертвой личной неприязни Сталина. Сталин ненавидел Льва Троцкого по личным причинам, поэтому и выгнал из СССР в 1929 году, а в 1940-м приказал убить. Троцкий унизительно критиковал Сталина за плохую оборону Царицына, считал его недоучкой, выскочкой, грубым, невежественным, недалеким человеком. По сравнению с ним самим, одним из главных теоретиков революции. Однако его глубокие теории не шли дальше организации мировой революции, без которой революция в Советской России все равно будет задушена. А если не будет коммунизма в мировом масштабе, зачем тогда Россия? Сталин же, напротив, считал, что социализм, первую стадию коммунизма, возможно построить в одной стране, и восстанавливал страну после гражданской войны любыми средствами, желая сохранить целостность исторической России. Так что дело не в неприязни и даже не в борьбе за власть, а в стратегии для партии и страны. Миф 10. Сталинская модернизация преступна по сути. Индустриализацию в СССР возможно было проводить без крутых мер в деревне, не насиловать крестьян коллективизацией, не лишать работящих людей их собственности, не высылать кулаков на север. Однако, если бы мы не прошли тот путь индустриализации за 10 лет, который другие страны прошли за 100 лет, то нас бы просто смяли. Голод был вызван не только коллективизацией, для продажи хлеба за границу с целью индустриализации, но и неурожаем в целом ряде хлебородных районов страны. И голод поразил не только Украину, но Северный Кавказ, Поволжье, Северный Казахстан, Сибирь. При этом экспорт хлеба не был основной статьей экспортного дохода СССР. К 1941 году объем промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. В стране было построено 9 тысяч новых заводов. Советскому Союзу в годы первых пятилеток всего за 13 лет удалось ликвидировать отсталость. Нас не смяли. Индустриализация в 1930-х позволила СССР победить нацизм в 1945 году. Миф 11. Репрессии 1930-х годов целиком и полностью лежат на совести Сталина. Постановление Политбюро от 2 июля 1937 года об антисоветских элементах запустило механизм большого террора, подписал его Сталин. Однако непонятно, откуда появилось 4 миллиона доносов на врагов народа. Их что, тоже подписали по указке Сталина? На местах десятки и сотни руководителей наперегонки стремились дать наверх опережающие цифры репрессированных. Хрущев на Украине, например. Не следует забывать, что репрессии стали отзвуком недовоеванной гражданской войны, прерванной НЭПом. Красные ее довоевали, добив теперь физически как бывших белых, так и своих предателей. Для них подготовили статью Уголовного кодекса номер 58 «Контрреволюционная деятельность». Не было бы Сталина, на его месте стоял бы кто-то другой и делал бы то же самое. Это трагедия всех гражданских войн, которые кончаются не скоро, а их раны залечиваются еще дольше. Миф 12. Уничтожил Ленинскую гвардию. Ближайшее окружение Сталина – это и есть Ленинская гвардия. У него самого и Калинина партийный стаж исчисляется с 1898 года создания РСДРП. Ворошилов, Киров, Куйбышев были членами партии с 1904 года, принимали участие в дореволюционных партийных съездах. Шверник был членом партии с 1905 года, Молотов – 6, Каганович с 11, Микоян с 14, Жданов с 15 года. Многие из них стали членами ЦК еще при Ленине. Миф 13. Сталин вместе с Гитлером виновен во Второй мировой войне. Этот миф доставлен на блюдечке из Европы. Резолюция ПАСЕ в 2009 году фактически приравняла сталинизм к нацизму. Между тем, еще в 1925 году будущий фюрер Германии в книге «Майн кампф. Моя борьба» провозгласил «Дранг нах Остен» – натиск на восток, к необъятным просторам России. Ключевым событием, которое привело ко Второй мировой войне, являлось Мюнхенское соглашение, оно же Мюнхенский сговор 1938 года. Руководители Германии – Гитлер, Италии – Муссолини, Великобритании – Чемберлен
и Франции Даладье решили судьбу Чехословакии, и она была отдана Гитлеру на заклание. Тогда-то он ощутил силу и безнаказанность. Избежать на время вовлечения в войну СССР смог, подписав в 1939 году договор с Германией. Благодаря секретному протоколу к нему нам удалось вернуть исконные территории и перенести границы на сотни километров на запад, сделать менее уязвимыми Москву, Ленинград и Киев. Весь ход предвоенных событий четко показывает, кто был агрессор, кто ему потакал, а кто заботился о коллективной безопасности. Главным виновником войны была нацистская Германия. Ей потворствовали Англия и Франция. Сталин оттягивал вовлечение в войну, укрепляя промышленность СССР и готовя страну к обороне. Миф 14. Сталин впал в прострацию в начале войны. Это версия Хрущева. Якобы Сталин даже думал, что товарищи его хотят арестовать. Версия эта не подтверждается ни документами, ни свидетельствами людей, работавших тогда рядом с руководителем СССР. Тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталиным в последней декаде июня, свидетельствуют, что только в его кремлевском кабинете ежедневно бывали до 25-30 руководителей. Его необычное обращение к гражданам страны, братья и сестры, меры по организации отпора врагу вселяли в людей уверенность, что командование держит нити управления в своих руках и что в Отечественной войне Гитлер получит сокрушительный отпор. Миф 15. В поражениях начала войны виноват не Сталин, а его маршалы и генералы. Здесь достаточно будет одной большой цитаты. Все точно сказано. Владимир Мединский. Война. Мифы СССР. Я действительно считаю, что вина за провал в начале войны на Сталине, в той же степени, в которой победа в той войне – его заслуга. В политической системе, которую он создавал в СССР, на нем лежала личная ответственность за все. В июле 1941-го в теории надо было расстрелять не командующего Западным фронтом Павлова, а главнокомандующего Сталина. В мае 1945-го генералиссимуса Сталина надо было наградить. Но чем? Еще не придумано такой награды, которая была бы достойна победы в той войне. Миф 16. Воевал по глобусу. Версия запущена с легкой руки того же Хрущева на 20-м съезде. Да, товарищи, возьмет глобус и показывает на нем линию фронта, как бы доказательство полнейшей военной некомпетентности. Рассчитано оно на наивных людей. Генерал армии Штеменко, Генштаб, рассказывал, как было на самом деле. Доклады верховному главнокомандующему делались, как правило, 3 раза в сутки. Перед тем подготавливалась обстановка на картах масштаба 1 к 200 тысячам, отдельно по каждому фронту, с показом положения наших войск до дивизии, а в иных случаях и до полка. Маршал Жуков. С военной точки зрения Сталина я изучил досконально, так как вместе с ним начинал войну и вместе с ним закончил ее. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим. Миф 17. Сталин много раз подавал в отставку. Это не совсем миф. Он действительно не раз подавал в отставку. Кто-то пишет, что это было 7 прошений, кто-то 4, кто-то 3. В 1924, 1926, 1952 годах. Но каждый раз Сталин был уверен, что она не будет принята, играл, повышая ставки. Особенно показательно выступление Сталина на пленуме ЦК КПСС в октябре 1952 года, за 4,5 месяца до смерти вождя. Опять играл с членами Политбюро? Или искренне думал о пенсии? Сталин на трибуне. Я уже стар, бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря. Тимошенко. Товарищ Сталин, народ не поймет этого. Мы все как один избираем вас своим руководителем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Все стоя горячо аплодируют, поддерживая Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел в зал, потом махнул рукой и сел. Миф 18. Сталина отравили. Его здоровье к концу 1940-х годов было подорвано. Сказывались нечеловеческие нагрузки в годы борьбы за власть, индустриализации, войны. Несколько раз, как отмечают современные исследователи, его настигал инсульт. А лечиться он не любил. Ограничивался поездками на курорт. После смерти остались всего 3 его кардиограммы, причем 2 за 1953 год. Сердце было изношенным.
1 марта, когда Сталина настиг очередной удар, лишь вечером охранники вошли к Сталину и увидели его лежащим на полу. И только утром 2 марта приехали врачи. Диагностировали паралич и инсульт. Смерть зафиксировали 5 марта в 21:50. В расшифровке ЭКГ сказано, что изменения миокарда произошли не в передней, как следовало, а в задней стенке желудочка. Акт вскрытия несколько раз перепечатывали. Из-за этих ошибок разночтений и возникла версия с отравлением, но официальная версия – инсульт. Миф 19 о Сахе и бомбе. Сталину удалось, по словам одного английского историка, приняв Россию с Сахой, оставить ее с ракетами. Хотя эта фраза, как и многие другие, совершенно незаслуженно приписываются Черчиллю. Слова про Саху и бомбу Сталина принадлежат на самом деле Исааку Дойчеру. Миф 20. Сталин придет. Сталин не придет. И мы не хотим, чтобы он пришел. Ничем нельзя оправдать уничтожение людей, получившее название массовых репрессий. Сталин принадлежит своему времени, причем настолько плотно в него впаян, что даже адекватно оценивать его, исходя из сегодняшних представлений, не получается. Страна, которую он оставил с атомной бомбой, по-прежнему жила бедно, трудилась много, получала мало и недоумевала, чего же не наступает коммунизм. Современный россиянин в ней просто бы не выжил. Но она, наша страна, была богата своим будущим. И это было самое большое государство в мире. А вместе со странами народной демократии, вся Восточная Европа, сравнявшимися на СССР бывшими колониями, с дружественным Китаем, это была невероятная, непредставимая, самая большая в истории империя. И это наша история, жизнь наших дедов и прадедов, их труда, героизма и веры.